Добро пожаловать в один из самых субъективных выпусков у меня на канале. Сегодня я решил поделиться с вами подборкой фильмов, про которые часто спрашивают у меня в комментариях с просьбой посоветовать что-нибудь на выходные или посмотреть на вечер. Скажу сразу, я не кинокритик и не профессиональный кинообзорщик. И это точно не самые лучшие фильмы на свете. Подборка фильмов, чтобы разгрузить голову и немного отдохнуть. У меня не было задачи устраивать настоящий хит-парад или как-нибудь по-особенному вас удивить. Здесь будут только те фильмы, которые оставили какой-то след в моей душе. Те фильмы, с которыми я с удовольствием делюсь со своими друзьями. Я автопутешественник, и поэтому решил сделать подборку именно про дорогу. Я долго думал, как обобщить такую подборку, ведь именно дорога объединяет их все. Итак, топ-10 фильмов про приключения в пути. Смотрим. Фильм, с которого я хотел бы начать, «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Я уверен, вы его уже наверняка смотрели, иначе не были бы подписаны на мой канал. Рекомендуется без исключения всем авантюристам, любителям приключений и путешествий. В этом довольно линейном и простом фильме есть абсолютная магия. Он – мотивация на то, чтобы раздвинуть границы своего рутинного, привычного мира и шагнуть в неизвестное, так как сделал герой фильма персонаж Бена Стиллера. Во многих частях света от многих людей я слышал вопрос, видел ли я этот фильм. Не буду спойлерить вам сюжет этого фильма, чтобы не портить просмотр. Расскажу один любопытный факт. Сюжет фильма построен вокруг закрытия журнала Life и выхода его последнего печатного номера. Американский журналист Джордж Стори родился чуть ли не в один день с журналом Life в 1936 году. В первом номере Life появилась фотография новорожденного Джорджа с подзаголовком «Жизнь начинается». В дальнейшем судьба Стори периодически освещалась на страницах журнала. Две его женитьбы, отцовство, уход на пенсию. 64-летний Джордж появился и в последнем выпуске, в мае 2000 года. На этот раз под заголовком «Жизнь заканчивается» имелось в виду закрытие журнала. Через несколько дней Джордж Стори скончался от инфаркта. Не бойся бросаться в неизведанное. Еще один потрясающий фильм, обласканный кинокритиками и имеющий множество наград, но почему-то не получившего должного местечка под сердечком у зрителей, это «Жизнь Пи». Красочный фильм «Мистика» про мальчика, потерпевшего кораблекрушение и выжившего на одной лодке с животными в море. Это тот самый случай, когда можно сколько угодно детально описывать содержимое фильма, но ни сюжет, ни спойлеры не передадут даже 10-й части тех впечатлений, которые получаешь от просмотра самого фильма. Рекомендуется как увлекательная приключенческая сказка для всей семьи, каждый из членов которой увидит в этом многослойном фильме что-то свое. Этот фильм абсолютно точно подходит под описание нашей подборки «Приключения в пути». У нас были приключения на дороге, были приключения на морских путях, настало время пеших приключений. Если так можно назвать, большое путешествие маленького бушмена через всю Африку для того, чтобы он смог выбросить пустую бутылку от Кока-Колы с края света. Зачем? Вот точно не буду рассказывать вам, лучше самим посмотреть. Боги, наверное, сошли с ума. Я бы, не задумываясь, включил в топ-3 моих любимых за все время и среди всех жанров. Этот фильм имеет прямой доступ к моему сердцу без пароля. Жаркая пустыня, дикие животные и много юмора. Невероятно добрый, легкий и обволакивающий своей простотой фильм, который гарантированно вас заберет из реальности и перезагрузит хорошим настроением. Настал момент отдать дань фильмам детства. «Полицейский и бандит» – классический американский роуд-муви. Я думаю, что именно он первым посеял любовь к дорогам в моей душе. Сразу скажу, фильм начала 80-х, и нужно прежде всего любить эстетику фильмов того времени. Там совершенно своя романтика и свои герои. Главные действующие лица – парочка контрабандистов, перевозящая нелегальный груз через несколько штатов. Там есть все – погони, спортивные машины, немного наивный для нашего времени юмор и даже любовная линия. Чистейшей воды коммунизм. Так всегда бывает, когда танцовщицы путаются с гомиками из шоу-бизнеса. О, а этот фильм проделал что-то невероятное со мной, когда я пришел на него в кинотеатр. С первых же секунд он как взял меня за так и продержал до конца финальных титров в напряжении. Вообще, все фильмы, которые я смотрю, я сохраняю у себя на аккаунте в Кинопоиске и проставляю им рейтинг. Самые лучшие получают 9, а те фильмы,
который я готов пересматривать снова и снова, они получают заслуженные 10 баллов. Таким же оказался и «Безумный Макс. Дорога ярости». Фильм, в котором для меня сошлось все. Дорога, приключения, экшен, любовь к мирам постапокалипсиса. По-своему, невероятно стильный фильм. Рекомендуется всем любителям дизель-панка и просто красивой картинки. Смотреть этот фильм и думать о проблемах на работе совершенно невозможно. Он захватывает ваше внимание просто с потрохами. Что за день? Какой чудесный день! Еще один фильм про приключения по морским путям «Водный мир». Фильм со сложной судьбой в прокате, который должен был стать аватаром своего времени на передовой технологии съемок и сценариев. Как и предыдущий фильм, он погружает нас в собственную вселенную. И это еще одна из версий грядущего апокалипсиса. На этот раз мир полностью уходит под воду от растаявших ледников. Все, что нас сейчас окружает, оказывается глубоко под водой, над поверхностью которой развиваются нешуточные бои за топливо и любые куски материального мира, оставшегося на плаву, и где одна из главных ценностей – росток чудом выжившего растения. Очень необычный фильм «Утопия» с неожиданным финалом. Здесь каждый мечтает найти загадочное место под названием суша. Ее не существует! Любой хит-парад был бы неполным без мультипликации. Я очень люблю мультфильмы и решил в эту подборку включить анимацию, которую вы вряд ли видели. Командор Корто Мальтес – отчаянный авантюрист, джентльмен удачи, любимец женщин и готовый рискнуть абсолютно всем, включая собственную жизнь, ради хорошего приключения. Его непроницаемый образ был долгое время для меня архетипом приключенческого героя с холодной головой. Мультфильм отлично подходящий для фона воскресным блинчиком на завтрак. Но в то же время, если иногда отвлекаться на экран, в мультфильме можно узнать много отсылок к Таро, Кабале и магии образа Распутина тех времен. Je croyais qu'on était associés. Tu plaisantes? Je préférerais m'associer avec un scorpion. Un jour, je te tuerai, Corto Maltese. C'est ça. Et moi, je te tuerai un soir. Завершу нашу десятку 3 легкими, но очень смешными фильмами. «Мы, Миллеры» — одна из лучших роад-трип-комедий, на мой взгляд. Уберите от экрана детей, она точно не для семейного просмотра. Потому что там есть все, и в первую очередь юмор ниже пояса. Да, я люблю тонкий юмор и интеллигентные британские шутки, но иногда так хочется похулиганить. Мы же уже с вами взрослые люди, и иногда можем себе это позволить. Отличный актерский состав, незатейливый сценарий и много-много юмора. Я уверен, вы наверняка уже смотрели этот фильм, но решил все же его включить в этот список. Вдруг кто его пропустил. Моя жена дешевая стриптизерша. Тогда докажи. Прояви уважение, она твоя мать. Я не очень люблю фильмы, в которых актеры во время съемок вынуждены смотреть на зеленую тряпку, представляя, что это дракон или инопланетянин. Уж или полностью фантастика, или пусть будет пореалистичнее. Но полусекретный материальчик для меня точно исключение. Это еще одна комедия, где основное действие происходит в большом трейлере на дороге. Теория заговора, экзистенциальная философия и даже немного вселенской морали под соусом легкой киношки. Если вы всего этого не увидите в фильме, я не виноват. Люблю эту песню. Расслабончик. Если вы ходите в кинотеатры на комедии, то там абсолютно точно всегда находится или один человек, или даже пара, которые смеются на весь зал. Я всегда думал, ну кто эти люди, а? При просмотре этого фильма я сам хохотал как резаный. И, признаюсь, был этим человеком. Комедия это тоже не ультра новая, и я ее уже успел посмотреть пару-тройку раз в разных компаниях. Если вам надоел Роберт Дауни-младший в образе Железного Человека и хочется легкой и веселой комедии, «Впритык» — отличный вариант. Почему у вас стеклянные глаза? Веселились? Нет, у меня глаукома. А собака? У нее тоже глаукома? Такие же стеклянные глаза. Надеюсь, такой мой опыт получится успешным, и вы не забудете отметить его своим лайком. Я буду очень рад, если вам что-то понравится из увиденного. А напоследок я решил добавить немножко бонусов. Все также из личных рекомендаций. Итак, еще 9 моих любимых фильмов без какой-либо общей тематики. А для тех, кто досмотрел выпуск до конца, пусть будет двойной бонус. Это 9 любимых сериалов, под которые отлично проветривается голова.
Ну а для самых упорных, кто уже и посмотрел, и лайк поставил, 3 замечательных документальных сериала с познавательно-развлекательным уклоном из моей личной копилки. Оставьте свой комментарий о таком эксперименте и дополните этот список своими рекомендациями. Напомню правила. Это фильмы про приключения в пути, основная задача которых – отдохнуть от суеты и хорошо провести время. Жду вас в комментариях. Приятного просмотра. Пока.